Итак, тебе нужен мягкий свет, но какой и что вообще для этого нужно, ты не понимаешь. Сейчас покажу, чем пользуюсь я, и тогда ты точно все поймешь. Вот мой новый свет. Как видишь, он размером с iPhone 12 Pro, очень компактный, и называется Colbor CL60. Это качественный диодный свет с мощностью светодиода 65 Вт, чего с головой хватит для съемки блога, любой интерьерной и студийной съемки. Самая важная характеристика, которая вас должна интересовать при выборе света, это показатель CRI. Он должен быть 95 и выше. Здесь заявлен показатель CRI в 97, и это прекрасно. Раньше для своего блога я пользовался LED-панелью, о которой вы также на канале можете посмотреть отдельное обзорное видео. Она хороша, но она не очень компактна и носить ее с собой постоянно просто неудобно. В этом плане Colbor CL60 гораздо практичнее, можно закинуть в любой рюкзачок, сумку и погнали на съемку. Да и вообще у этого освещения гораздо больше возможностей. Например, здесь есть возможность смены температуры освещения от 6500 до 2700 кельвинов. Так что у вас будет как теплый свет, так и холодный. А управлять светом можете дистанционно через приложение. Это очень удобно. В комплекте со светом идет 3-метровый блок питания Type-C и крепление для штатива. Вообще все материалы, которые здесь использованы, очень качественные. Это алюминий и ABS пластик. Даже сумка обалденная, с ней, если что, можно и в Ашан за хлебом сходить. Также для крепления различных модификаторов света в комплекте лежит отдельное крепление Bowens. Правда, после первой же установки у меня на этом корпусе появились царапины, но от этого никуда не денешься, крепление сидит достаточно плотно и не слетает. Один рефлектор как раз идет в комплекте, он для жесткого света, и у него есть одна проблемка. Это вот рефлектор, который идет в комплекте, и он полностью никчемный, вот это правильный рефлектор. Сейчас вы поймете почему, потому что свет от них будет падать совершенно по-разному. Собирая свет в пучок, он создает пятно в центре с большей мощностью, а остальной свет слишком темный. Вот это. Вот этот. Пучок в середине просто лупит таким лучом и пересвечивает все. А свет вокруг очень тусклый. Максимум я бы рекомендовал его использовать для контрового света. Для освещения интерьера или группы людей с жестким светом я бы рекомендовал использовать другой рефлектор. Colbor CL60 в связке с хорошим рефлектором выдает очень мощный свет. У него нет пятна по центру и идет равномерное распределение света по всей площади светового пучка. Ох, ну это прям пытка с таким светом сидеть, который долбит в глаза. Это практически невозможно. И вот эта жесткая тень за мной. Как вам? Будете пользоваться таким жестким светом? Тут нужен софтбокс обязательно, иначе вот это выжигает просто глаза. Еще одна из фишек Colbor CL60 – это 10 эффектов освещения с различными морганиями ламп, молний, имитация телевизора, камина и другие. У многих эффектов также можно сменить температуру и скорость. Все это очень прикольно. Можете написать в комментариях, как это можно вообще использовать при съемках и был ли у вас уже подобный опыт. Почему корпус вообще выглядит вот таким образом и почему крепление Bowens с него можно снять? Да потому что если у вас будет несколько таких одинаковых приборов, вы можете их соединить между собой и получить куда более мощный источник света. Не знаю, насколько это удобно, ведь вам потребуется несколько розеток, куча проводов или там куча пауэрбанков. Короче, странная тема, но, думаю, рабочая. Чтобы сделать свет мягким, нужно что-то большое, глубокое и с рассеивающей тканью. Если будете искать на Алиэкспрессе по запросу слова «софтбокс», то поймете, что вариантов очень много и какой вам брать непонятно. У Colbor нет своих софтбоксов, поэтому можно использовать совершенно любой. У меня Триопа, вообще чистый Китай, Алиэкспресс. Он отличается от большинства софтбоксов тем, что не нужно постоянно вытаскивать из него спицы, и для его сборки требуется секунд 10 от силы. Устанавливаем софтбокс на Colbor CL60 в специальное крепление. Вот такой он дает свет. Да, в мощности свет сильно теряет, но освещение становится очень мягким, без глубоких черных теней, картинка гораздо приятнее смотрится. А эти черные квадратики называются соты, и они очень легко лепятся на липучке. Соты ограничивают поток света, чтобы он освещал только определенную зону, например, человека за столом, и не попадал свет на фон. Все топовые блогеры пользуются софтбоксами, и это единственное, что меня с ними связывает. Вот для сравнения примеры света с сотами и без.
Конечно, если вам нужно больше света получить от источника, то оставляйте софтбокс без сот и не парьтесь. И еще один плюс этого софтбокса в том, что после съемки тебе также требуется буквально 10 секунд на то, чтобы собрать его в сумку. Могу точно сказать, что даже жесткий свет очень часто вас выручит при большинстве съемок. Я зашел очередной раз забиваться и сделал тестовые кадры на лучшем тату-мастере планеты Сереже Дарьенчике. Как видите, любой кадр становится лучше, если есть дополнительный свет. И неважно, какой он жесткости, главное, что светло и красиво. Насчет шумовентилятора. Его вообще не слышно, можно записывать спокойно видео при источнике, находящемся совсем рядом. Умный вентилятор работает так, как ему надо, охлаждает систему с той скоростью, которой ему надо. И даже на максимальной мощности он вообще не мешает. Чем еще этот свет может порадовать, так это беспроводной работой, например, от пауэрбанка, но с технологией Power Delivery 3.0, или со специальной площадкой и на нее закинуть аккумулятор типа NPF, или есть еще аккумуляторы с креплением V-mount. Надеюсь, было понятно, как добиться жесткого или мягкого света, и вы поняли, что источники света бывают совершенно разного размера, и не обязательно с собой таскать огромные LED-панели. Есть и такие компактные устройства, которые решают в принципе те же самые задачи. Вообще тема света гораздо обширнее, и мне есть чем с вами поделиться, поэтому задавайте вопросы в комментариях, я все прочитаю, всем отвечу, и обязательно на самые популярные вопросы сниму новые полезные видео. Все, счастья, здоровья, пока!